Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга. Масленица уже буквально на носу, поэтому показываю, как приготовить очередной рецепт блинов. Всегда хочется чего-нибудь новенького и необычного, и часто это новенькое и необычное хорошо забытое старое. Поэтому в этом видео я готовлю пышные блины на дрожжах ржаной мукой. Из-за того, что использую дрожжи, рецепт получается растянутый по времени, но оно того стоит. И первым делом необходимо подготовить опару, как для любого рецепта с дрожжами. Для него потребуется молоко. Количество всех продуктов я укажу в описании. А если вы хотите приготовить побыстрее, вот вам рецепт на кефире. Пышные, вкусные, красивые, золотистые и более быстрые блины. В теплое молоко добавляем сухие дрожжи, я использую гранулированные. Если вы будете использовать свежие дрожжи, по массе необходимо взять в 2 раза больше. Массу я опять же укажу в описании. Молоко должно быть обязательно комнатной температуре. К молоку и дрожжам добавляем сахар. И для опары я буду использовать чисто пшеничную муку. Муку всю необходимо просеять для того, чтобы избавиться от комочков, которые возникли в процессе ее хранения и транспортировки. Теперь накрываем крышкой или пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков. Обычно идеально под это подходит духовка с включенным светом, только светом. Эта маленькая лампочка, небольшое пространство духовки нагревает где-то до 30-35 градусов. Это то, что надо для хорошего развития дрожжей. Дрожжи балдеют в духовке примерно час-полтора. За это время они хорошо начнут работать. Я это подготовил заранее, поэтому сразу приступаю к следующему этапу. Теперь необходимо оставшуюся часть молока и кусочек сливочного масла подогреть ровно до такого состояния, чтобы масло растаяло. Молоко получилось у меня по температуре 40 градусов. Это вполне приемлемая температура для развития дрожжей. Теперь всю опару выгружаем в таз гораздо больше, чем вам надо, потому что тесто будет подходить. И для того, чтобы оно не убежало, ему надо место. Опара должна получиться вот такой вот пузырчатой. И очень даже вот такой вот бегущий. Теперь добавьте молоко с маслом, соль, еще немного сахара и куриное яйцо. И прежде чем добавлять остальную муку, хорошенько перемешайте все жидкие ингредиенты. А теперь буквально по чуть-чуть, постоянно помешивая, чтобы не получилось комочков, добавляем оставшуюся пшеничную муку, а потом ржаную, или наоборот. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Теперь накрываем его пленкой либо крышкой и еще на часик-полтора отправляем отдыхать в духовку. Важный момент, о котором я еще раз хочу напомнить. Оставьте в 2 или в 3 раза больше места свободного в таре, для того, чтобы тесто ваше не убежало и ему было куда подниматься. У меня тесто подходило около часа. Оно увеличилось в 2 раза. И для начала на сковородку буквально капельку растительного масла. И половником вываливаем тесто на сковороду. Жарим покрышкой, как обычно, блины, до того момента, как схватится тесто с обратной стороны. Потом переворачиваем и опять жарим под крышкой. Температуру выбираем чуть меньше среднего. Блины на ржаной муке, так же как и ржаной хлеб, имеют более насыщенный, слегка пряный вкус. За счет того, что они на дрожжах с легкой кислинкой, с более рыхлой и плотной мякотью, что привносит новые нотки вкуса в стандартное и привычное для нас блюдо. А кушать их можно как с маслом или сметаной, так и с мочанкой, или просто жареным салом, так, чтобы с него вытопился жирок и яичница глазунья, чтобы прям в сковородке вот это все макать. Отдельное спасибо тем, кто пишет комментарии. Это видео, как и предыдущее о блинах, сделано по мотивам комментариев. Подписывайтесь. И до новых встреч. Приятного аппетита!